Всем привет, дорогие друзья! Еду я в избушку. Маленько я не долечился, правда. Вот еще с соплями мучаюсь. Но все же решил я выехать до избушки. Сейчас я хочу там быстро забрать все необходимое и метнуться на то место, где я заготавливал доски. Нужно будет напилить немного 3 доски для стола в предбанник. Минус 12 градусов в тамбуре. Инструмент основной забрал. Пока, в общем, хожу тут, делаю дела небольшие. Печка у меня топится, избушку протапливает. Друзья, есть очень хорошая новость. Валерик-то у нас стал отцом, поменял статус. В общем, поздравляю от себя и надеюсь, друзья, вы тоже напишите в комментариях. Валерика с рождением прекрасной, красивой дочки. Вот, а Валерик у нас теперь не Валерик, а Валерий Михайлович, можно так его называть, вот. Ну и крепкого здоровья, растите большой. В общем, да и Валерик, когда вот сейчас выберется, тоже неизвестно, наверное, как жена отпустит, так и приедет. На ночку, на одну, на две хотя бы. В общем, друзья, вот такая новость. Так, друзья, пора достать обновочки, которые у меня появились. В этой коробке находится бензопила, маленькая бензопила. В общем, так, что у нас тут есть? Это у нас инструкция пользователя. Так, книжечка, перчатки в комплекте есть. Пилить. Так, шинка, ну вот по шинке видите, да, какая пила. Потом масло, литрошечка для двухтактных двигателей для пилы. Стаканчик мерный, разбавлять бензин с маслом. Вот, шкала тут есть, индикация. Так, кожух к шинке 12 дюймов, кстати, 30 сантиметров. Так, комплект ключей. Что тут есть? Фильтр запасной, смотрите,
свеча есть. Так, это хорошо. Прошлую бензопилу мы разбирали, у нас там ни фильтра, ни свечи не было, кстати, в комплекте. Так, смотрите, очки даже есть в комплекте. Очень хорошо. Смотрите, предусмотрели все. Так, вот сама бензопила. Маленькая. Оба-на. Так, и цепочка. Цепочка на 12 дюймов. 3,8 шаг. Длина 12 дюймов. 45 звеньев. В общем, вот так вот. Так, давайте, наверное, соберем побыстрее. Попробую запустить ее, посмотреть. Так, все прикольно. Все миниатюрное. Смотрите в сборе, как выглядит пила. Маленькая. Такая миниатюрная. В общем-то, так, что здесь у нас? Вообще есть у нее... Так, здесь фильтр. Вот этот подсос. Выдергивать, когда запускать на холодную. Здесь кнопочка включения-выключения. Вот. Здесь вот этот нижнее, это под масло, это под бензин. Объемы у нее следующие. Так, получается бензин 230 миллилитров, для масла 160 миллилитров. Вот такие здесь у нас объемы. И мощность у нее 1,9 киловатт. Это 25,4 кубиков. Вот. Комплект очень хороший, богатый. То, что фильтр, это уже плюс. А и свеча там, это очень хорошо. Немногие кладут. А так вот где-то будешь пилить, вдруг свеча из строя выйдет, а у тебя будет запасная. Очень хорошо. В общем, масло. Смесь я уже приготовил. Масло здесь черное. Первый раз я видел синее, видел красное. Так, еще видел, по-моему, зеленого цвета. Вот черную я первый раз вижу. Вот перчаточки очень хорошо есть в комплекте. Удобненько. В общем, все, что надо, уже есть. Вот еще, кстати, здесь подсасывать. Как она правильно называется? Ну, знаете, да, на пилах. И вот, кстати, стоп здесь есть тоже. И вот он, кикстартер. Вот смотрите, какой бензин получается вот из этого масла. Ну, я уже думал, ее не заведу никогда. В общем, когда первый раз запускать, нужно бензин полностью до карбюратора прокачивать. Дергаю, нифига. И она брунк в один момент схватила, и все. Запустилась. Ну-ка, как? Вот еще одна обновка. Это термос фирмы Artica, модель UAZIC. Это самый износостойкий термос на всем рынке, который сейчас есть. Объем этого термоса 2,2 литра. Специально взял побольше, чтобы, в общем, хватило на всех. Есть у меня термос маленький, он объемом 0,9 литров, а большого термоса у меня нет. Так, такие термосы предоставлены в двух цветах, это зеленый и черный. Также есть два объема, это 1 литр 25 миллилитров и 2 литра 200 миллилитров. Это вот мой, вот, Artica.
Так, покрытие у него выполнено из молотковой эмали, которая как бы не боится царапин и каких-то сколов. Да, это так. Вот у меня мой маленький, он у меня ездил вот в снегоходе в кофре с всяким разным инструментом, царапины он действительно как бы выдерживает. Вот. Здесь же удобная ручка. Очень удобно переносить термос. Есть. Так, есть вот один стаканчик, правда, хотелось бы 2, а возможно и 3 даже. Так, и вот горловина. И вот тут на конце у него силиконовый уплотнитель. Так, термос такой подходит вообще для, наверное, выездов на очень большое расстояние. Пусть даже будет рыбалка, охота с мужиками. В общем, попить-то всем хватит. На 2, 3, 4 при желании. На весь день. Также можно брать термос такой с семьей, когда едете куда-нибудь. Пусть там даже на ту же рыбалку семейную. Куда-нибудь отдохнуть, покупаться. На весь день горячего чая всем хватит. Термосы фирмы Артика подходят как и для подарков. Это, можно сказать, универсальный подарок. В общем, как-то так. Да, можно будет подарить любому походнику в душе, кто занимается походами. В общем, ссылочки я оставлю на термос в описании. По промокоду Егор15 можно получить скидку до 30 марта. Вот. Да, на всю продукцию фирмы Артика. Вроде бы все сказал. В общем, ссылочки оставлю в описании. Переходите, смотрите там. И есть другие варианты. В общем, на свой вкус и цвет можно подобрать. Это тут будет очень кстати. Будем возить теперь, чтобы чая на всех хватило. Нужно мне будет сейчас отпилить 2 ножки для стола. И там ближе к комлю уже напилю 3 небольших слэба для столешницы. Ну, походу, у меня очень плохие новости. Отпилил я
Так, это у меня будут ножки. И уже ближе к омлю дерево уже так-то значительно подгнило. Вот. Я не знаю, придется, наверное, искать еще валежинку. Из этой валежинки такое не пойдет. Я даже не знаю, что теперь делать. Ну тут уже все, тут только лишь на дрова. Вот это еще более-менее, но... В общем, не знаю. Придется и теперь снова поездить, поискать. Ну, больно тяжело идет, тяжело. Надо цепочку поменять на продольный распил. Походу сегодня буду уезжать отсюда по темноте. Не успеваю я. Не был я готов к тому, что придется переезжать на новое место, искать еще, причем все по новой делать. В общем, на этом больше времени потерял. Вот, выставил я сейчас на пиле 7 сантиметров. Буду пилить прямо вот так. То есть будет не обрезная у меня доска. Попробую сделать 7 сантиметров. Вот из этого бревна выйдет так 2 доски. И придется еще вот это отрезать. Потом снова ее кромить. В общем, вот так вот. Точно, наверное, сегодня поеду в темноте. О! Идеально, друзья, вообще. Ух.
Загрузил я все доски. Вот. Все скрепил. Правда, вот осталась вот одна тюлька здоровая. Она сюда не вместилась. Ладно, я съезжу за ней уже завтра. Вот как-то так. Полные корыто. Вот примерно так и у меня и будет. Так, сейчас мне нужно будет разметить вверх. Будет у меня от пола до среза 73 сантиметра, потому что у меня столешница 7 сантиметров. Общий стол 80 сантиметров будет примерно. Делаю как в избушке, ну, чтобы один уровень был. Вот как-то так. Сейчас мне нужно будет 73 сантиметра разметить и также все отпилить. И у меня они будут ровно по уровню. Потом пойдут, ну что пойду туда, столешницы, вот эти слэбы
И все как-то так. Потом их нужно будет подгонять, чтобы они у меня без щелей были и тому подобное. Ну вот что-то подобное получается уже. Вот сейчас нужно будет заводить бензогенератор и вот это вот все убирать рубанком буду, чтобы она у меня это чистая была, без коры. Не знаю, что выйдет, буду пробовать. Строгать придется в следующий раз. Сейчас не получается. Да и в принципе не успею я это сделать. Я только несколько часов буду их строгать. В общем, не буду пока время на это тратить. Вот у меня есть брус 100 на 100. Сейчас мне нужно будет разметить вот здесь. Вот, и его углубить на 10 сантиметров. Вот. Почему? Потому что у нас будет здесь доска, чтобы она у нас, так сказать, могла на чем-то лежать. И чтобы ее можно было к чему-то скрепить. Вот. Сейчас буду расчерчивать, запиливаться, и на то аналогично. И все. И дальше там столешница. Наверное, до ума уже буду доводить в следующий раз. Построгать, подогнать и тому подобное. Пока сегодня получается у меня только черновой стол сделать. Смотрите, как подошло идеально. Все вплотную. Выпиливал я вот этой бензопилой маленькой. Получается поперек. А нет, да, поперек бревна. Пропилить такое вот этой бензопилой не получится. Все равно бывают такие моменты, когда пилишь. Вот особенно у большой пилы. Бывает, когда кончиком пилишь, подпрыгивает. Эта пила маленькая, удобная, легкая. Ее держишь двумя руками и пошел запиливаться. Никаких рывков, никаких ударов нету. То есть, очень удобно такой маленькой пилой работать. Какие-то выполнять мелкие работы. Именно где нужно что-то подточить, так скажем. Где-то чуть-чуть прямо снять. Это очень удобно. Вот. Ну, в принципе, у этой пилы очень большие возможности, я бы сказал. Ее можно использовать хоть угодно где, вот. Начиная от сада, заканчивая там плотницкими, столярными работами. Вот, ссылочки оставлю в описании. Этой пилой я еще буду пользоваться и летом возить с собой буду в УАЗике. Идеально.
Пока выглядит как-то так. Все это пока некрасиво, но все это будет подгоняться. То есть третья доска здесь подровняется. Это у меня зашкурится. Будет гладенькая, беленькая. Пока вот так. Вот получается такой хороший массивный стол, я бы сказал. Насчет стола я еще подумаю. Вот не нравится мне все-таки вот эта столешница. Вся она уж больно дырявая. Наверное, придется другую доску сюда. Ножки же я, конечно, доделаю. Это точно. А вот насчет столешницы надо будет подумать. Вот. Ну, примерно вот нормальная вот такая будет ширина. Тут, ну, где-то 60 сантиметров, я думаю, этого достаточно, чтобы присесть, облокотиться, если что, отдохнуть после горячей баньки. Да и посидеть ширины хватит, слишком большую не надо. Ножки нормальные, массивные. Ножки, да, массивные, хорошие. Стол будет устойчивый. В принципе, я считаю, что нормально. Напишите в комментариях, что думаете вы. По мне так все отлично. Если делать как в избушке ножки, то тут не совсем, конечно, будешь ходить, запинаться. А этот, ну, такой хороший вариант. Толщина доски мне очень нравится, 70 миллиметров. Такая хорошая, массивная. Ну вот, такая вчера была подлянка. Думал, допилю из той ели, а она оказалась уже трухлявая. То есть вот, на ножки-то я смог напилить, тут достаточно, а вот на столешницу уже доска там не пригодится, не пойдет такая. Начал искать, нашел, сама древесина хорошая, но уже изгрызанная вся. Ну это вот, на это я уж не рассчитывал. Ну тут все подгонится, все хорошо, красиво будет. Ладно, в следующей серии продолжу. Нужно уже заканчивать с предбанником и переходить в избушку. В избушке есть немного еще дел, которые нужно сделать до весны. А когда уже будет сходить снег, будет плюсовая температура, буду доделывать вот эти две стороны. Нужно будет их доконопатить, ошкурить и покрыть. И все. Заимка у нас готова. Проект можно будет закрывать. Я уже собираюсь. Увидимся с вами, друзья, в следующей серии. Подписывайтесь, кому интересно. Заходите, следите. Вот. Будет дальше продолжение. Не забывайте подписываться на соцсети. Инстаграм, Телеграм, на группу ВКонтакте. Вот. Пишите, комментируйте. Вот мне интересно знать ваше мнение насчет этого. Вот, делитесь. Я пока еще, в общем, думаю, возможно, может и что-то переделаю. Все. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Всем до скорых встреч. Всем пока. Ну что, избушка, давай. До следующего раза. Не скучай. Я тоже не буду скучать. Все, я поехал.